Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в прошлое, чтобы познакомиться с 10 необычными видами оружия древности. Это не просто мечи и копья, к которым мы привыкли, а настоящие шедевры изобретательности, которые порой поражают своей странностью и гениальностью. Некоторые из них выглядят как оружие из фантастических фильмов, а другие настолько специфичны, что, кажется, их придумали для какой-то одной битвы. Готовы узнать, чем сражались наши предки? Тогда устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и поехали! Начинаем с Индии и оружия под названием уруми. Представьте себе меч, но не обычный, а гибкий, как хлыст. Уруми – это длинная полоса тонкой, остро заточенной стали, иногда длиной до 2-3 метров, которая крепится к рукояти. Его можно было свернуть в кольцо и носить на поясе, как ремень. В бою воин раскручивал уруми, создавая вокруг себя смертоносный вихрь. Одно неловкое движение врага, и он уже без руки или головы. Интересно, что уруми использовали в основном мастера боевых искусств, например, в системе Каларипаятту, одном из древнейших боевых искусств мира. Это оружие было настолько сложным в обращении, что новичков к нему даже не подпускали, слишком велик риск зарубить самого себя. А еще у некоторых уруми было несколько лезвий, до 32 штук. Представьте себе этакую мясорубку на рукояти. Уруми – это не просто оружие, а символ мастерства и ловкости. Переносимся в Мезоамерику, к ацтекам, и знакомимся с Макауитлем. Это деревянная дубинка, по краям которой вставлены острые куски обсидиана, вулканического стекла. На вид что-то среднее между мечом и топором, но без металлического лезвия. Обсидиан резал так остро, что, по легендам, Макауитль мог одним ударом отсечь голову лошади. Испанские конкистадоры, столкнувшись с этим оружием в XVI веке, были в шоке от его эффективности. Макауитль не ломался, как металлические мечи, а если обсидиан крошился, его легко заменяли новым куском. Ацтеки использовали его не только для убийства, но и для захвата пленников. Тупой стороной можно было оглушить врага. Интересный факт. Археологи до сих пор спорят, насколько широко применялся Макауитль, ведь он не сохранился в оригинале из-за хрупкости дерева. Но его изображения на кодексах и рассказы испанцев подтверждают, это было грозное оружие. Теперь в Древнюю Грецию, к кестосу, оружию гладиаторов. Это металлическая перчатка или нарукавник с шипами и лезвиями, который надевали на руку. Выглядит как прообраз когтей Росомахи из комиксов, только сделанный из бронзы или железа. Кестос использовали ретиарии, гладиаторы с сетью и трезубцем. Они наносили им колющие удары или цепляли сеть на противника, чтобы обездвижить его. Мало кто знает, но кестос был не только боевым оружием, но и символом статуса гладиатора. Чем изощреннее был дизайн, тем больше уважения он вызывал у толпы. А иногда кестос украшали гравировкой или даже драгоценными камнями для самых знаменитых бойцов. Это оружие идеально подходило для ближнего боя, где важна была скорость и точность. Возвращаемся в Индию, к чакраму, метательному кольцу с острыми краями. Это круглый диск диаметром от 12 до 30 сантиметров, сделанный из стали или латуни. Воин раскручивал чакрам на пальце, как фрисби, и бросал во врага. В умелых руках он мог пролететь до 100 метров и перерезать горло или конечность насквозь. Чакрам особенно любили сикхи, индийские воины, которые носили его на тюрбанах как запасное оружие. Есть легенда, что мастер чакрама мог сбить с ног сразу нескольких противников одним броском, если те стояли близко друг к другу. А еще чакрам иногда смазывали ядом, чтобы уж точно не оставить врагу шансов. Это оружие настолько необычное, что его до сих пор показывают в индийских фильмах. Переносимся в Древний Китай, где изобрели огненные стрелы. Это не просто стрелы с горящим наконечником, как можно подумать. Китайцы в X веке додумались прикреплять к стрелам маленькие трубки с порохом. Фактически прообраз ракет. Когда стрелу выпускали из лука, фитиль поджигал порох, и она летела, оставляя за собой огненный шлейф. Такие стрелы использовали против деревянных укреплений или для устрашения врагов. А позже, в эпоху Троецарствия, их усовершенствовали, добавив взрывчатые смеси, чтобы они взрывались при попадании. Интересно, что китайцы держали рецепт пороха в секрете, и европейцы узнали о таком оружии только спустя столетия. Огненные стрелы – это не только оружие, но и первый шаг к артиллерии. Снова Индия, и на этот раз Катар. Это кинжал с необычной рукоятью в форме буквы «Н».
Воин сжимал рукоять в кулаке, а лезвие торчало вперед, как продолжение руки. Катар был идеален для ближнего боя. Им можно было пробивать доспехи или блокировать удары меча. Но самое интересное – вариации катара. Некоторые модели имели 3 лезвия, которые раскрывались как веер, если нажать на рычаг. Другие оснащали мини-пистолетами в эпоху великих моголов. Катар был не только оружием, но и произведением искусства. Его часто украшали золотом и драгоценными камнями. Это был выбор элитных воинов и телохранителей. Теперь в Японию, к боевому цепу или кусаригами. Это серп с цепью и грузом на конце. Ниндзя или самураи раскручивали цепь, чтобы запутать оружие врага, а затем добивали его острым серпом. Длина цепи могла достигать 3-4 метров, что делало кусаригаму универсальным оружием на средней дистанции. Интересно, что кусаригаму считалось оружием простолюдинов, потому что его делали из обычных сельскохозяйственных инструментов. Но в руках мастера оно становилось смертельным. Есть истории, как ниндзя с помощью кусаригамы побеждали закованных в доспехи самураев, просто обездвижив их цепью. Это оружие – пример того, как смекалка побеждает грубую силу. Переносимся в Древний Рим, к Скорпиону. Нет, это не насекомое, а небольшой баллиста, механический арбалет, стреляющий короткими стрелами или дротиками. Скорпион был настолько точным, что мог пробить щит и доспехи с расстояния до 100 метров. Один солдат обслуживал его, а в легионе таких могло быть десятки. Скорпион назвали так из-за его жала, натянутой тетивы, которая била с огромной силой. Римляне использовали его для защиты лагерей или в осадах. Интересно, что некоторые скорпионы могли стрелять очередями, если их заряжали несколько человек. Это был один из первых примеров массового стрелкового оружия в истории. Теперь в Египет к хопишу, мечу с изогнутым лезвием, похожим на серп. Хопиш был одновременно рубящим и режущим оружием. Им можно было зарубить врага или зацепить его щит и вырвать из рук. Длина клинка достигала 60 сантиметров, а делали его из бронзы, иногда с золотой инкрустацией для фараонов. Хопиш был символом власти. Его часто изображали в руках богов на барельефах. Есть теория, что он произошел от топоров, которыми египтяне рубили тростник. А еще хопиш вдохновил оружие в других культурах, например, греческий копис. Это был не просто меч, а целая легенда Древнего Египта. И завершаем Европой эпохи Средневековья с тромбоном, не музыкальным инструментом, а короткой трубой для стрельбы горящими стрелами или камнями. Это был ранний огнестрельный инструмент, предшественник мушкетов. Тромбон заряжали порохом, поджигали фитиль, и он выстреливал с громким хлопком. Тромбоны использовали в осадах или на кораблях, чтобы поджигать вражеские укрепления. Они были не очень точными, зато пугали врагов шумом и дымом. Мало кто знает, но тромбон стал переходным звеном между луками и пушками. Это оружие – пример первых экспериментов с порохом в Европе. Вот такие необычные виды оружия оставили свой след в истории. От гибких мечей до огненных стрел, каждая из них показывает, как изобретательны были люди прошлого. Какое оружие вас удивило больше всего? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если узнали что-то новое, и делитесь видео с друзьями. До встречи в следующем выпуске.